Говядина там хорошая, но свинина воняет очень сильно. У нас цены на мясо за последний год, может быть, там полтора, чуть ли не втрое подорожали. И оно вот так, как шарик, сдувается. И звездку водички разбавили. Да-да-да, Вроде белое, и звездка. вместо жира пальмовое масло. И это неприятно есть просто. Мгм. Они делают 300 тонн в день. 300 тонн в день. Да. В Санкт-Петербурге только более 100 больших пивоваренных заводов. 2 алкаша едут в метро. Автомобиль. Привет всем любителям увлекательной и занимательной миграции. Сегодня мы располагаемся в Гатчинском парке, в Гатчине, собственно. И у нас сегодня в гостях Сергей, автор канала «Продуктолог». Игорь, во-первых, рад тебя видеть. Приветствую, Сергей. Рад видеть тебя тоже. Да, мы не виделись, между прочим, 20 лет. Как минимум 20 лет. 20 лет. А может и больше, да. Да. И у нас появилась такая общая тема, да, связанная с эмиграцией прежде всего. Вот, что вкусненького у нас есть в России, а что не очень, например, в эмиграции. Или, может быть, наоборот. Да? Вот я, например, знаю, что в Австралии мясо вкусное очень. Да, так есть? Говядина там хорошая, но свинина воняет очень сильно, очень неприятно. Я так ее не смог себе купить и найти нормальную. Слушай, ну свинина воняет, конечно, в России не так, как в Индии той же. Вот я в Азии свинину везде ел, везде она такая вонючая. И уверен, у вас тоже. Но у вас есть вкусная говядина, потому что у нас лишили нас продуктов Новой Зеландии, Австралии, где реально вкусная говядина, вот, которая где-то пасется, что-то вкусное ест, и у нас, к сожалению, этого нету. И самые вкусные стейки, мне кажется, это вот ваши стейки. Нашим стейкам, которые выращивает Дмитрий Анатольевич, в Мираторге, мне кажется, просто немножко не то. А как же аргентиновские? Поставляются еще? Аргентина поставляет, но они стоят очень-очень дорого. То есть, получается, австралийские стейки были более доступны в свое время, да? Да, конечно, доступно. И там, конечно, больше, мне кажется, другое мясо. Даже по вкусу и по текстуре и так далее. Вот, на самом деле стейки действительно нам нравятся. Покупаем. Сын у меня в них больше разбирается, чем я. Так получается. Но они все равно, ну, так скажем, даже по австралийским меркам, некоторые из них реально могут быть дорогими. Их важно уметь готовить. Вот у тебя сын, наверное, умеет готовить, он и делает. Ну, потихоньку научился, да. То есть у нас, в принципе, идет в среднем, наверное, от 20 долларов, если брать там 55 рублей за доллар, то есть вот можно посчитать в среднем от 20 долларов, там до 60, до 65 долларов за килограмм. Ну, в общем-то, ой, сейчас, я думаю, что сравнимо с нашими ценами, потому что я вот не так давно зашел к нам в магазин, где вот есть хорошая говядина, вот прям очень хорошая, парная. Да. Вот есть такой сверху отруб, называется вырезка, вот. Так он стал 1800 рублей. Это вот как раз ваши цены. Примерно, да. Да, так да. И получается. Вот, поэтому у нас цены на мясо за последний год, может быть, там полтора, чуть ли не втрое подорожали. Поэтому... За 1,5 года в 3 раза? Да. На мясо именно, да? На мясо. Это вот именно не свинина. Свинина осталась в той цене. Именно говядина и курица. Ну, курица, да. наверное, в 2 раза, я бы сказал, за последние 2 года. А говядина, наверное, может быть, где-то и стейковая в 3. Прям вообще много. Да, вот это интересно узнать. Что касается молочки, вот я просто услышал... Я извиняюсь, Сергей, не хотел тебя прерывать, но все-таки хотел уточнить. Вот ты в теме в этой всей продуктов уже очень же много лет. Вот в 2 словах расскажи, сколько лет ты уже специализируешься во всей продуктовой теме в России, в поставках? Потому что ты же в них работал как раз и работаешь сейчас. Да, я работаю больше 25 лет, получается, в этом. Потому что я знаю все сети магазинов, какой товар поставляется туда. Это не только касается локально там Москвы и Питера, а вообще целиком России. По всей Потому России. что Россия у нас огромная, безграничная страна. Скажем, там Татарстан, Башкортостан, там больше конина, как раз говядина. А свинина в магазинах вообще стоит колом, никому не нужно. Вот. Там, конечно, выращивают говядину очень хорошую. Вот как раз мы лишились стейков, да, самые вкусные стейки у нас считаются из Чечни. Да. Вот. Поэтому... Кстати, не знал. Да. Их начинают вот горные породы вот этих овец, да, там коров. Их вызревают в ящике, и получаются офигенные стейки. Вот у нас есть в центре рестораны, вот, скажем, там хозяин турок, знаю, он вызревает, именно все у него Осетия, Алания, Чечня, вот все оттуда, Дагестан,
Дагестан вообще халяльные продукты делают, поставляют в Саудовскую Аравию. Ну, то есть они молодцы. Вот что касается мяса, да и вообще не мясо. Всех продуктов я в теме давно. Знаю каждую полочку, знаю, что поставляется, почему поставляется. Есть даже знакомые, которые И мясо делают. состав. Ну, состав, да. Но меня что расстраивает как раз по поводу состава. Мгм. Сейчас у нас в России принято мясо накачивать, М. чтобы его увеличить. Ну, может быть, в 2 раза, конечно, в 3 ты его не увеличишь. Это просто берется какая-то составляющая. Кстати, чаще всего она импортная. Вот, иглы, и мясо просто накачивается водой, а составляющая химическая, чтобы она не уходила. Мгм. Что ты берешь, покупаешь кусочек мяса, вроде бы он хороший. Чаще, конечно, все свинина касается. Вот у тебя видео было про окей. Да. Вот там вот свинину раздувает чуть ли не в 3 части. Ты берешь вот это мясо, кладешь, и оно вот так, как шарик, сдувается на сковородке. И причем, как бы думаешь, куда оно делось-то? Вроде бы 300 грамм положил, а получилось 100. Ну, что это такое? Вот, поэтому про мясо можно много говорить, но мясо у вас хорошее, в Дагестане у нас тоже хорошее мясо. А что касается свинины, ты прав. В Азии у вас оно вонючее, у нас оно зато дешевое. То есть бабушка может себе купить, вот сейчас в Оки, кстати, акция проходит, по-моему, там 270 килограмм стоит свинины, 270 Мгм. рублей. Доступно. А это доступная Это цена. доступно, Это да. даже дешевле, чем курица получается, Да, понимаешь? А у нас русский человек привык шашлык, допустим, из свинины. абсолютно. Шею там Да, купить, она да. подороже будет. Это вот про окорок я говорю. Надел, замариновал, все, шашлычок сделал вкусно. Как бы дешево, все прекрасно. Но вот про стейки это дорого. Да. Ну, ты знаешь, я замечал, что тоже стейки-то немножко усыхают. Даже в Ну, Австралии, когда я конечно, покупаю, конечно. ну, не стейки, покупаю говядину, я замечаю, что оно уменьшается. Хотя я не измерял насколько, но это было дело. И извини, я тебе прервал по поводу молока. Ты начал говорить по поводу молока. Да, Очень интересная тема и актуальная, потому что с нее, я помню, получил много комментариев под одним из видео. вот я как раз посмотрел это видео твое. Вот, может быть, не про саму молочку, но ты там просто сказал вот эту фразу, которая меня дико удивляет. Мне вообще дико удивляет некоторые истории про Австралию от тебя слышать. И ты сказал, что у нас вот молоко, которое вкусное, которое пьешь, питьевое молоко, которое я покупаю, обычное, оно у нас разного хранения есть. Там короткое, там типа 5 дней, есть там подлиннее, до 30. Ну и длинное, это уже в тетрапаке. Вот. Но оно по вкусу молоко. А у Да, вас, как у нас говорят, и звездку водички разбавили, да, 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 вроде белое, белое, и звездка. да-да, молоко, как Хорошо бы, сказано, да. да-да, а вкуса не имеет. Ну, хотя туда можно добавить немножко ароматизатора, Да, идентично натуральному, да. и как бы пьешь и радуешься, пьешь молоко, вот. А которое у вас дорогое, которое, говоришь, там 3-4, у вас же центы, доллары, как правильно называется? Ну, доллар-центы. То есть, например, у нас то же самое молоко, которое такое ширпотребное, стоит $1,50 за литр, Мгм. продается в 3-литровых упаковках банках. Ничего себе. Да, и при этом оно, ну вот опять же, на мой взгляд, это дело личное, вкуса, не имеет такого вкуса, как, например, то же самое молоко, которое покупаю здесь. Вот это, по-моему, опять же. Слушай, но Это 3 ширпотребное молоко, дешевое. 3 литра это, наверное, на семью. Да, это такая семейная упаковка. И, наверное, на неделю или больше даже. Да нет, конечно, это от потребления зависит. Ну То есть мы, понятно. бывает, покупаем и там 2-3 банки в неделю, то есть сын любит пить Вот, кстати, молоко. здесь вопрос в том, что у нас в России, чем мы старше становимся, да вообще во всем мире, тем у многих людей потребление лактозы снижается. Да, Вот. И в России, мне кажется, даже у молодых сейчас, у многих с лактозой не так хорошо. да. Вот. Поэтому, я помню, мы в детстве пили банками, действительно, как вот ты сказал, 3-литровые, но это было из-под коровы. Вот. И получали витамины. Сейчас, к сожалению, нет витаминов. Ну вот разницу ты вот эту назвал со вкусом и без вкуса, да, Да. и меня это очень сильно удивило. Потому что, ну как здесь вот не удивиться этому? Хотя у нас все молоко вкусное, но если ты возьмешь молоко, допустим, фермерское, ну, оно так называется у нас фермерское. Мгм. Это вот как типа из-под коровы, по сути. Да. Вот. У него вкус вообще настолько богатый, ну, настолько оно вкуснее вот этого магазинного, тебе нужно обязательно попробовать. Обязательно попробую. Вот. Даже в Гатчине есть такие магазины, просто надо их поискать, ты их найдешь. Это прям здорово.
И вкус, оно, конечно, будет раза в 2 дороже, чем в магазине. Мгм. Не больше, чем в 2, может быть, даже я увеличиваю, ну, примерно. Вот. Но у него будет офигенный вкус. Более того, у этого молока будет большая жирность. Вот как, помнишь, в детстве сливки? Да, да, сверху, да, да. Постояла ночь, вот такой И слой сливок. слой сливок, да. Можно в кофе эти сливки, если кто кофе пьет, это вообще прекрасно, вот, положить. И то же самое. Вот. То же касается, что молочки и сыров. Вот сыры у нас также есть ширпотреб, Да, вот как ты в Окее смотрел, да. голландский, российский известный стандарт, вот, а есть вот фермерский. Да. Там может быть маленький кусочек, он будет дорогой, но ты ешь, может быть с плесенью, кстати, очень много сейчас делают. Вообще много сейчас сыроваренных мини таких заводиков, фермеры И сами они все делают. локальные, да? Они все локальные, но самое интересное, кстати, господа, я хочу заметить, творцы, которые создали эти сыры, они все импортные. Мгм. Итальянцы приглашают с Италии, он сидит там, год работает, варит рецептуры, вот, потому что есть такой момент в России, как говорят, нельзя делать сыры с сырого молока, Мгм. только пастеризованное должно быть. А в Европе и за границей делают с сырого. Мгм. Вот. Есть такой стандарт. Но это просто стандарты, которые, не знаю, соответствуют. Видно, как раз фермы не соответствуют, может быть, этим стандартам. Но такой момент есть. Вот интересно, кстати, по поводу этого не знал. Мгм. Сергей, ты еще говорил, что молоко именно по качеству, молоко, конечно же, по качеству разделяется, ты говорил. И я как-то тебя спрашивал, а входит ли в молоко вот то самое пресловутое пальмовое масло, о котором так много любят говорить? Вообще такое существует? Да, пальмовое масло существует, потому что это очень дешевый продукт. Его добавляют и в мороженое, и в молоко, и в сыры. Вот, кстати, в сыры, мне кажется, больше всего добавляют, потому что у нас сейчас на полочку придешь и смотришь, БЗМЖ, без заменителя молочного жира. Мгм. Вот. И сразу сыр там дешевле, либо дороже, и вот везде этот значок стоит, и ты понимаешь, что это не сыр, Мгм. а это называется сырный продукт, профессионалы называют. Сырный продукт. Да, то есть они могут туда добавлять любое растительное масло, в которое входит и, естественно, пальмовое. Мгм. Вот. Пальмовое из растительных, оно самое дешевое. То есть оно, я не знаю, там, мне кажется, подсолнечного, ну, может быть, в 10 раз, может быть, в 20. Кстати, вот подписчики подскажут, во сколько раз оно дешевле. Но оно не имеет ни вкуса, оно не имеет ни запаха, но оно имеет вот эту текстуру, которая добавляется к продукту, к печенью, к молоку к тому же. Ну, к молоку меньше, потому что что такое молоко? Молоко это вода и жир, по сути, Ну да. да, смешанный. Вот. А здесь вот как бы искусственно его добавляют, поэтому пальмовое масло используется только в самых дешевых продуктах. Насколько оно вредное, пишут много. Я считаю, что, во-первых, это не доказано никак, Мгм. это вред, потому что там нужно проводить исследования десятилетиями, а у нас оно там, ну, существует там, ну, 10, ну, 20 лет, ну, скажем, да, такое, в таких огромных масштабах. Поэтому это не доказано. А во-вторых, это сейчас никак не влияет на человека, на мой взгляд. Вот. Поэтому я бы не сказал, что оно вредное. Да, злопыхатели пишут статьи, что вот, вредно, нам не нравится и так далее. Вот. Не нравится это одно, потому что ты берешь печеньку с пальмовым маслом, да, эта печенька будет стоить копейки, реально копейки, вот если печеньку взять. Ты ее ешь, и она, ну, без вкуса. Что там, мука Да. самого низкого этого, там, третьего сорта, если не четвертого. Вот. Сахар добавлен, вот. И вот это вот вместо жира пальмовое масло, и все. Вот оно не имеет вкуса, и это неприятно есть просто. Ну да. Вот. Это корм для людей, корм. Не еда, которой ты наслаждаешься, а это просто корм. То есть это такой, получается, ну, низшего качества, самый дешевый продукт. Это нельзя, Да, нельзя сказать, что добавляют абсолютно везде, чтобы заместить вот этот жир. То есть это, совершенно верно. И я думаю, что это корни идут из 90-х, вот, да. к сожалению. Потому что в 90-е, может быть, даже конец 80-х, мы пытались хоть что-то подобрать, съесть, насытить свой организм. И это должно быть дешевым. Вот. Когда сейчас вот столько много всего на полке, вот, конечно, бабушка выберет подешевле, Да. вот, но бабушка выберет не самое дешевое. Она выберет немножко все-таки поздоровее, да, и посчитает, что ей написали про пальмовое масло какую-то гадость, и она возьмет лучше без него, лучше с нашим маслом, чуть подороже, но это будет обладать вкусом для нее.
Вот на самом деле тоже, когда я слушаю по поводу пальмовых масел и вот всех этих добавок, возникает такой вопрос. Ведь существуют кроме пальмового масла еще и такие вещи, как сахар, алкоголь, другие какие-то добавки, глютены. И самое такое важное, это, наверное, отсутствие активной жизни. Вот здесь как вот можно было бы по шкалам это распределить? Ведь на самом деле нельзя лечить тяжело больного человека аспиринкой. Согласен. Но, Да. во-первых, все мы люди разные. Да. Кто-то толстый, кто-то худой, кому-то нужно много еды, допустим, молодому, да, а старому вообще поменьше еды. Поэтому здесь шкала очень сильно разная. И придешь к врачу, естественно, он тебе назначит это поменьше есть. Вот. Но существует, допустим, советские диеты, там, диета номер 6. Вот придешь там, к гастроэнтерологу или простому, он тебе назначает диету номер 6, там, по-моему, это диета как раз без мяса. М, Вот. И там все, это в Советском Союзе было прописано. Да, было. Этого столько-то. И вот в те времена еще не знали, что такое пальмовое масло. Его вот просто нигде не найдешь. Ну, это какая-то дичь для людей была. Вот. Поэтому здесь для каждого, если врач нормальный, он составит свой рацион питания. И он будет точно говорить, чего можно, а чего нельзя. Вот. Это как вот у котенка, да, вот у меня есть кот, который ест все подряд. Да. Просто ему дай макарону, будет макарон, даже сосиску, будет сосиску, даже конфеты, это самое, будет конфеты. Сегодня, кстати, с утра ночью проснулся, он у меня пакетик разорал с печеньем, ел печенье. Я его выкинул в окно. Вот такой вот кот. Есть старший кот, там ему 7 лет, он на него как на дурака смотрит. Ты что делаешь-то? Мышей ловишь, этих самых птиц ловишь. А мне это все не надо, мне вот сбалансированный корм дадут, Да. я его поем, я буду сытым, это самым не толстым и в меру упитанным котом. Поэтому для каждого человека, мне кажется, должна быть своя конституция, и врач пропишет, что можно, а что нельзя. Если ты болеешь, потому что ты верно сказал, потому что есть здоровые люди, немножко задвинутые на здоровье, вот, которые начинают диету такую-то, диету дикана, диету без мяса, еще какую-то диету. Кето-диету. Кето-диету на себя накидывать, как петлю какую-то, как удавку. И зачем им это Ну, надо? порой они себе Вредят. намного больше вредят, вредят. нежели чем когда употребляют то же самое пальмовое масло, на мой взгляд. Совершенно опять же. И верно. опять же, пальмовое масло употребляют люди только, которые выбирают употреблять его. И Ну, в еще шоу-продуктах. важно в этом отметить, что все излишество – это яд. Вот ты, мне Абсолютно кажется, согласен. в каждом видео Абсолютно. у тебя ниточка такая Да. тонкая идет, потому что вот мы берем алкоголь тот же. Абсолютно Ну, согласен. выпил стаканчик, прекрасно. Вот. Съел стейк, Всё нужно в прекрасно. меру. Но если ты будешь каждый день стейки есть, Ты заболеешь. Конечно, Ты совершенно заболеешь. верно. То же самое и алкоголь. Да, вот. И вот мне кажется, как раз хотел узнать про излишество. Ты сказал, что у нас в Окее такая большая полка. Неужто у вас такой полки нет? Ну, как я и говорил, там у нас в Окее влезает с 6 или там 7 магазинов. Вот, то есть в одном Окее входит и ассортимент товаров, которые нужно посетить 7 магазинов, чтобы его перекрыть. Вот. А по поводу еды, конечно, в Окее выбор еды, просто вот если по еде брать, в разы больше. То есть в то, что вот я хожу. Я хожу в обычный магазин, который называется в Австралии Woolworths. Вот, и в этом магазине товары, они, ну, так сказать, очень сильно ограничены, их выбор. И Окей, он меня обескуражил в очередной раз, так скажем, обескуражил. Скажи, пожалуйста, а там только только фуд или там нон-фуд, там можно пассатижи какие-нибудь купить? Или все Ну, подряд? обычно вот в магазинах, которые в Австралии, где продается еда, там пассатижи ты не купишь, то есть там Ну, только вот еда. Ну, Вот, то понятно. есть нет такого, где... Ну, ты в большом городе живешь, правильно получается? Ну, это город-миллионник, Аделаида. Все понятно. Вот, там миллион. разные есть магазины, конечно. Но они по ассортименту намного меньше, да? Они по ассортименту будут меньше. То есть выпечка, конечно, не так развита, как в России. Вообще, в принципе, я так понял, Россия, она исторически своей выпечкой гордится и гордилась, и выпускала ее всегда, и она была всегда доступной. И это отличает очень сильно Россию от Австралии. Что по поводу выпечки скажу. Да. Выпечка сейчас находится в России на пике своей популярности. Вот. Как было, например, с суши 10 лет назад. Суши были на каждом шагу. Сейчас пик популярности у нас это выпечка. Уходит алкоголь немножко, он спускается, ну, это вот зрительно, потому что раньше были пивные, разливные вообще на каждом шагу, сейчас как-то их сокращение идет, я это просто вижу. А выпечка только растет, выпечка и кофе. Мгм. В каждом доме есть своя пекарня, которая не факт, что выпекает это факт, но заморозка туда приходит, они просто кладут в печку, все это выпекается, все это ароматно пахнет. Я не знаю, кстати, откуда это пришло, может, у тебя Париж написано, может быть, из Франции. Круассаны. Может быть, да, может быть.
Но реально вкусная выпечка, но я хочу заметить одно. Мне нравится, что эта выпечка натуральная, потому что ты её купишь, вот она сегодня свежая, ее ты можешь есть там круассанчик, булочку, пирожок какой-то, а вот ты положишь ее в холодильник 2 дня или просто она у тебя полежит, она превращается либо черствая, если туда добавок, ну, разрыхлителей не добавили, она просто такая жесткая булка, тебе не сможешь ее есть, ты ее выкинешь, она невкусная. Вот, поэтому если покупаешь, сразу ешь и все. И мне кажется, эта мода, она со временем уйдет. Ну, согласен, я здесь абсолютно согласен. Мне очень нравится выпечка. Много я ее не ем, вот, но то, что я ем, мне очень нравится. Кстати, ты затронул тему котов. И вот я подумал, что, наверное, неплохо было бы нам переключиться и поговорить о колбасах. О, отлично! Сосиски, колбасы. Сосиски, Моя колбасы. любимая тема. Да, Тем более я в ней очень много работал. И даже недавно тут проходил, с производителей всех смотрел. У нас в России, мне кажется, культ создан. абсолютно. Вот. Потому что Такого нет нигде, В наверное. Австралии, наверное, такого нет. Нет. А можно такого нет. сосиски купить? Можно. Ну, кстати, когда вот мы приехали в Австралию, еще 12 лет назад, мы не смогли купить сосиски. Тогда их не было. Были какие-то, они назывались франкс или франкфуртс, такие маленькие сосиски, и они были из бумаги. В общем, они были невкусные. По сравнению с тем, что мы покупали в Москве. Ты привнес немножко в Австралию сосисок. За 12 лет их стало чуть побольше. Но все равно, когда приходишь сюда, вот в Окей, в другие магазины, в Пятерочку, в то же самое, поражаешься выбором и колбасы, и сосисок, и всего, что связано с колбасной вот этой Ну, мясной продукцией. у нас производителей очень много. Поначалу их вообще, там, из 90-х они росли как грибы, чуть не в каждом подвале брали мясо, брали туалетную бумагу, любили говорить, и закатывали в сосиску. Все нормально. Вот. Сейчас производители устаканились. Вот. Многие с рынка ушли, многие обанкротились, развалились, так сказать. И они начали занимать некоторые ниши. Вот Мгм. есть ниши как раз таких э, псевдо, не знаю, так, кулинария, может быть, даже сказать, ручная работа, такой хендмейд некий, да, вот у них прям колбаски, сосиски вкусные. Да, Мгм. таких производителей не так много, и выпускают они, естественно, в малом количестве. У них есть там фирменные магазины, есть в Питере, там, не знаю, там магазинов может быть 10, где они вот там выкладывают свою продукцию, ну, у каждого производителя. Вот. Есть, конечно, очень много производителей масштабных. В основном они в Москве находятся. Это вот на Останкино, Черкизово. Мгм. Их там можно тоже по пальцам на Ну, одной это руке. качественные, да, все-таки ты считаешь? У них есть линейка повыше и Да. есть пониже. Окей. Но все равно, даже если брать линейку повыше, она будет не такая вкусная, как вот эта фермерская колбаса. Да. Ну и цена тоже самая. Очень сильно вот в колбасе очень сильно на цену влияет именно качество. Мгм. Не так, как в сыре, там, в молоке и так далее. Потому что чем больше колбасы, Да. тем продукция будет дороже. Вот, там будет меньше добавок, Тем больше больше мяса. мяса, ты имеешь в виду? Не, нет, будут добавки Да. какие-то, ну, чтобы там ароматику создать. Вот. Будет больше мяса, будет больше цена. Разумеется. Да, да, да. Вот. И если брать вообще колбасные производители, я бы их разделил вот на таких, можно сказать, кустарные, которые вот делают, там, не знаю, до там, 5, наверное, тонн в день. Мне кажется, это такие 5 кустарные. тонн в день это кустарные. Это кустарные, да. Потому что крупные, такие, как я вот назвал уже сегодня, Мгм. они делают 300 тонн в день, чтобы ты понимал. 300 тонн в день. Да. А иногда и больше. Крупные. Да, да, да. То есть это промышленный Это масштаб. промышленный масштаб, да, это прям У огромное. них окучен каждый окей, каждая лента, каждый магазин, в Да, который лежит вот такая вот полка колбас, сосисок и всего-всего остального. да. Это прям вот... Я в шоке. 300 тонн в Да, день. да. Ну, из них есть, конечно, но очень мало производителей, которые вот промышленные масштабы, допустим, окраина есть мурманская. Окраина такая зеленая этикетка. Это не реклама, господа. Вот. У них мощности на 110% заняты. Они делают самую дорогую, самую качественную продукцию, но не каждый готов ее купить. Вот. М. Но она есть во всех магазинах, но вот так вот сеченная. То есть один вид сосисок, там 2 вида колбасы какой-то, все. Вот. Это вот не Останкино там, или, не знаю, там Черкизово, где вот прям вот такая полка. 300 тонн. Я даже скажу больше. У нас есть, допустим, такой, я не знаю, как сейчас, был очень самым мощным раньше, Великолукский мясокомбинат. Мгм. Вот он тогда 300 тонн делал. Вот. Потому что у них там
1800 магазинов только по северо-западу было, Да, своих да. фирменных. Вот. Так у них 1800. 1800. Так у них вот предприятие на нем было. Там на машине едешь, у них знаки висят по предприятию. Ну, то есть надо понимать, То какой есть масштаб. Вот. АДПСники там Ну, контролируют. Нет, Ну, то есть понимаете, большое предприятие. Это огромное предприятие, и здесь самое важное, мы как раз приходим к теме, откуда столько сырья? Вот если вот 300 тонн он не делает, надо понимать, что мясо в нем, ну, 70, да, остальное, как туалетная бумага, там, специи, добавки, мука, яйцо, не знаю, там, все что угодно, жир и так далее. Откуда взять в день 70 тонн мяса? Игорь, как ты считаешь? Взять у коров? Да, так думаешь? Ну хорошо, у каких коров? Где ты столько коров в России возьмешь? Ну, вот это хороший вопрос. Вот. И вот здесь, Расскажешь? да, расскажу, здесь нам поможет Аргентина. Вот как раз Вот как раз о чем мы Аргентина, говорили, да. да, Мгм. Аргентина, Бразилия. Вот я знаю, что, во-первых, у нас в колбасу очень много свинины добавляется. Мгм. Вот говядины там чуть-чуть идет, меньше, намного меньше, вот, в процентном соотношении. И вот в Бразилии, я знаю, всегда было очень много свинины. Много курицы там, курицы, кстати, на своей много всегда, вот, а вот свинины много берется оттуда, больше из Бразилии. Прошу прощения, Сергей. То есть, получается, и в вареные колбасы, и в копченые колбасы, и в сосиски больше все-таки идет вот именно больше свинины. Да, Это да. не Ну, говядина. да, если это не халяльная колбаса. Потому что у Да, нас есть Дагестан, есть Чечня, да, где свинину вообще не едят. Это харам для них. да. Там, конечно, делается все под контролем. Это самое Кааби, корова крадется, молитва читается, все это самое. Там, конечно, говядина, все говядина. И курица. Вот, кстати, Интересно. Мгм. вот даже хотел сказать, у нас вот есть для всяких дешевой силы трудовой, которая на стройках работает, дешевые пельмени, там дешевая колбаса, ну, типа, какая там говядина? Действительно, говядины там нет, там Мгм. курица. Вот. И курица разбавляется уже всякой мукой и всем остальным. То есть там есть и пельмени там за 100 рублей, грубо говоря, которые ты покупаешь, а там немножко курицы, а все остальное халяльное. Вообще, на самом деле, пельмени это такая была отдельная тема, можно будет обсудить. Я вот хотел уточнить еще один такой момент. То есть мне по поводу Аргентины было интересно узнать. То есть основные поставки это Аргентина. Вот, Вот, кстати, да, да, извини, Игорь, да, вот да. перебью еще момент, вставлю, потому что я сказал, что вот Великолукский мясокомбинат работал, ну и работаю сейчас. И вот откуда они брали, там, скажем, 100 килограмм, Да. да, самое, ну, тонн, 100 тонн. Вот. А дело в том, что у них было заключено с военными, есть госзаказ, Мгм. который вовремя съезжает, они его забирают. Съезжает, они его забирают. Мгм. Поэтому у них был доступ к госзаказу, к замороженной свинине. И здесь можно было брать. Вот. А военные пополняли его как раз. Интересно. Да, вот такая Интересная такая история, история. очень интересно. Вот хотел спросить, смотри, вот здесь еще присутствуют товары белорусские. Вот. Есть Да, белорусские да, и да. молоко, и колбасы, и какие-то сосиски, и сметана, сыр. Вот что ты по этому поводу думаешь? Как они здесь представлены? Белорусские товары мне очень нравятся. Объясню почему. Конечно, нравится не все. Вот. У нас Белоруссия рядом, батька молодец. У нас он прививает эту культуру. Вот. У нас во многих магазинах много молочки. Даже в том же Окее, не только белорусские магазины, в том же Мгм. Окее есть Савушкин продукт с отличным качеством, творожок, там, сметана, сыр. Колбаса у них мясная. И что интересно, кстати, вот по колбасе. У батьки есть стандарт, который по колбасе, который еще с спокон веков в СССР идет. Мгм. А Белоруссия у нас единственная в Европе страна, которой не отменили смертную казнь. Мгм. А это говорит о чем? Что если ты в колбаску положишь туалетную бумагу, как в России это делали с 90-х, то батька тебе отрубит просто голову, и все. И на этом твой бизнес закончится, господа. Поэтому колбаса в Беларуси мясная, сыр прекрасный, творожок тоже, молоко тоже. Вот. Причем мне нравится рогачевское, Да, рогачевские. рогачевское и молоко, вот в 7 шагах покупаю, вот Да. у нас продается. Потом мне нравится у них сыр, творог просто не ем, вот. Но вот, например, сметана мне не нравится. Мгм. Потому что, как моя мама говорит, она сопливая. Она как сопли реально переливается. Ты берешь сметану, она как течет. Я вот привык к нашей Пискаревской. Мгм. Ее можно ложками есть, она Да. не переливается никогда. Потому что мы привыкаем к своему. Вот где мы живем, Да. вот это едим с детства, и нам привычен этот вкус.
Поэтому белорусскую продукцию оцениваю на 5, Да, но каждый выберет то, что он любит. абсолютно согласен. Кстати, рогачевское молоко я тоже пью в Да, основном, да, 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 да. и оно классное. Да, вот еще, Сергей, хотел поговорить об алкогольной продукции. Я заметил, здесь, в России, алкоголь можно купить вообще где угодно, то есть в любом магазине. То есть пятерочка это или семишагов, или это будет окей, они доступны. В Австралии особенность такова, что вся алкогольная продукция, она вынесена в отдельные магазины. Они могут располагаться прямо там же, рядом с магазином, где продаются какие-то товары, ну, еда. Ну, понятно. И они могут быть, эти магазины алкогольные, представлены достаточно, ну, так сказать, красиво. И дети тоже все видят. Разницы, то есть никакой алкоголь представлен. Но тем не менее, как бы они там сепарированы. Здесь количество алкоголя меня просто на самом деле в очередной раз поразило. Вот, и стоимость и так Слушай, далее. Вот расскажи вот по поводу вот Да, всего. сейчас про алкоголь скажу, но у меня сразу такой дополнительный вопрос. А что за алкоголь продают? Какой? Ну, Что это? здесь имеется в виду, или Не, у тебя на родине, на Аделаиде. родина, да, вторая родина. Значит, ну, в Аделаиде продается алкоголь такой же, как, в принципе, здесь похоже. Есть вино белое, вино красное, вино сухое там и так далее. Значит, продается, разумеется, коньяки, продаются там, разумеется, виски, водка. А линейка такая же? Линейка, и здесь линейка, вот я так, увидев здесь, я в ней не разобрался, такое ощущение, что здесь в разы просто больше. Я не понимаю, я понимаю, там, конечно, есть какие-то крымские, там, Ну, есть понятно, какие-то там да-да-да. итальянские. То есть вин здесь просто, ну, какое-то огромное множество подмножеств, чего я не видел даже вот в Австралии. Вот, Ну, смотри, значит, честно сказать, вот в винах я не разбираюсь, потому что я не люблю вино как таковое. можем про пиво поговорить. Не-не-не, я сейчас расскажу почему. Потому что у меня просто повышенная кислотность желудка, я пью вино, у меня от него желудок болит. Любое, там красное, белое. Вот единственное вино, от которого мне не болит желудок, это вот какой-нибудь хороший портвейн. Да. Он крепленый, сладкий, вроде бы желудку нормально, вот. Но я еще лет 10 назад сравнивал настоящий португальский портвейн, Порто, может, ты помнишь такой, Да. и наш массандровский, который стоит в 2 раза дешевле. Ну, тогда наш стоил там что-то 500 рублей, да, а Порто стоил там 1000, может, побольше. Да. Вот. Мне хотелось Порто вылить просто сразу. Вот реально, он невкусный, не тот вкус. Вот. Поэтому про вина ничего не могу сказать. Но могу сказать одно, что австралийские вина, не знаю, вот ты посмотришь в магазине, у нас почему-то ценятся, и нас их любят женщины. Вот. Так же, как любят, в принципе, и грузинские, и остальные, но Австралия отдельная, мне кажется, звено, отдельная полка, потому что у нас сейчас вина это реально занимает пространство. Там вот здесь полка Грузии, даже какая полка, ну их несколько полок. Вот здесь, Культурно. да. Культурами прямо разбиваются. Да. Франция, Культурами. там Австралия, ну и так далее. Там стран много, Испания. Вот. Я в этом, да, это цельная культура. Вот. Но у нас также есть и крепкий алкоголь. Вот. И крепкий алкоголь, к сожалению, у нас делится сейчас на импортный и неимпортный. Да, у нас, конечно, уход Запада коснулся этого, потому что у нас алкоголь, он не исчез. Он стал параллельным импортом, он есть во всех магазинах, но он стал существенно дороже. Вот. Не такой дорогой, как в Финляндии, как говорится, но все же дороже. Водка на самом деле здесь стоит у нас вообще очень доступно. Я вот удивлен. Там 300 рублей. Водка у это нас, прям очень доступно. Водка у нас копеечный продукт. Водку в России всегда пили, будут пить. Да. И цена регулируется государством. Минимальная цена, да. И этого никогда не избежишь. Что интересно, что у нас 5 спиртовых алкогольных заводов находятся в республиках, где водку не пьют. Это Осетия, Чечня и так далее. Вот. Все эти главные заводы, где вот стандарт, ну, цена не регулируется государством, они находятся все там. Вот. Поэтому водку всегда пили, и мне кажется, любой человек, любой рабочий может себе эту водку позволить. В зависимости от качества. Конечно, там какая-нибудь шведская водка или там более дорогая российская, она будет не такого резкого запаха иметь, вот, ее будет приятно пить, так сказать. Вот, поэтому по водке здесь вот регулируется цена только ароматикой и вкусом ее. Вот. Ну а что касается пива, здесь, господа, можно говорить долго. Некоторые каналы целые имеют, которые с утра до вечера рассказывают про свое пиво, потому что у нас, допустим, в Санкт-Петербурге только, я не знаю, там более 100 больших пивоваренных заводов, больших, которые выпускают линейку огромного пива, там, вот, ну, здесь не фермерская, здесь они там и хедмейд, ну, кто как называет, у них свои названия все есть, вот, они все подделывают под импорт,
Мгм. Вот, под Бельгию, там и с вишней есть, и больше хмеля, меньше хмеля, и цвет там от рубинового любой, ну, на вкус и цвет, как говорится. Вот, ну, мне кажется, пиво это молодежный напиток, вот, потому что я уже там в возрасте, я не могу больше одной бутылки литровой пива, для меня все пузырится, мне неинтересно становится его пить, как бы это глупости. Вот. Но появляются вот из года в год все интересные марки, которых не было раньше. Вот это я сейчас заметил, есть Газе, по-моему, бельгийское пиво, могу ошибаться. Вот. Газе, по-моему, с бельгийского переводится как кислый. М, И вот оно есть томатное, Так. есть грибное пиво, Я о нем не слышал вот, вообще. есть рассол, так и Мгм. называется. Пьешь как рассол, как бы вроде там фигня, вот. И я думаю, что просто стоит попробовать тебе его, тебе понравится. Но одну баночку выпил, как бы и хорошо, все в меру, ну, Мне, оно, мне, наверное, года не хватит, чтобы попробовать. Я много не пью, но попробовать, конечно, вот. можно было бы. Вот. Интересно. Поэтому тема интересная по пиву. Пива, мне кажется, даже слишком много у нас. Могли бы это вот как-то все поджать, могли бы уменьшить государство, Мгм. но оно к этому идет только. Оно к этому начинает стремиться, потому что мы взяли сейчас, допустим, Вологодскую область, где прям алкомаркеты убрали. М, Просто убрали. Потому что они ввели закон, что алкоголь можно купить с 12 до 2 днем, 2 часа. Все. мгм. Вот. Только не как в Ленинградской области у нас можно купить с 9 часов утра там, до 10 вечера, да, или там в Санкт-Петербурге с 11 и так далее. Вот. И, естественно, все алкомаркеты, которые держались на продаже алкоголя, они все начали закрываться. Мгм. И красное-белое, там, что было, у нас их очень много. В Питере более 10 сетей алкомаркетов. 10, а я считаю, что это очень много. Поэтому это первый шар положен. Мне кажется, алкомаркеты тоже через несколько лет уйдут в небытие. Мгм. Вот. Будет так же, как и в Австралии, в каждом магазине по чуть-чуть. Вот. Как-то это должно регулироваться, потому что народ запился, я считаю. Ну, на самом деле, вот это то, что я тоже заметил. Вот, Ты запился. думаешь, они могут сместить алкомаркет, алкогольные магазины в какие-то отдельные? Или все-таки они будут все равно продаваться вместе Не, они, с я думаю, товарами, с что продуктами? продаваться вместе с продуктами, потому что иначе российскую душу не понять. Иначе эти продуктовые магазины будут банкротиться. М, Вот. Человек идет, это самое, купить бутылку, ему нужно купить конфетку, купить закуску, Да. вот, купить сыру немножко, там, не знаю, колбасы, как у нас любят закусить. Поэтому будет совместно всегда. Я Мгм. думаю, что, по крайней мере, в этом столетии как минимум точно. Окей, интересно. Сергей, мы немножко затронули тему пельменей. Вот. Да, И пельмени– это то, что я когда-то очень любил, и то, что является деликатесом в Австралии, потому что они там очень дорогие, их там очень мало. Вот что у нас с пельменями в двух словах, вот как ты думаешь? вот ты правильно заметила, хорошие пельмени у нас тоже деликатес. Деликатес. Да, и я вот, пельменная душа, честно могу сказать, это мой любимый продукт. Я его могу есть каждый день, и Это, он мне никогда не ну, ты надоест. скажешь, какой тебе нравится, да, продукт? Ну, скажешь. Я просто могу сказать одно, вот, что все, что продается в магазинах, вот, как окей, ну, в сетевых магазинах, это все корм. Это к пельменям не имеет никакого отношения. Вот. Хорошие настоящие пельмени- это либо самолепные, ну, слепленные руками. Да. Вот. Родину пельменей, к сожалению, мы не знаем. Это там кто-то говорит, что это Ижевск, кто-то говорит, что это Китай вообще. Да. Вот. Но настоящий вкусный пельмень, его слепили руками и положили в российских реалиях много мяса. И свинины, может быть, и говядины, в зависимости от региона. Но в основном там идет мясо, не может быть немножко лука, вот, для вкуса. И это вот настоящее лакомство. Вот. Вручную могут быть, и во вкусвилле можно купить вручную пельмени слепленные, и, может быть, знакомые у вас какие-то лепят. И есть магазины специализированные, где, конечно, эти пельмени будут стоить там не 200 рублей за килограмм, а там более 1000, ну, вот от от Мгм. 800 начиная сейчас. Я думаю, что нормальные пельмени вручную слепленные, это от 800 рублей килограмм Мгм. будет. Вот. И это действительно деликатес. Ты их ешь с удовольствием, ешь, понимаешь, что там есть мясо и то, что тебе нужно. А то, что продается в сетевых магазинах, даже вот там сибирские есть какие-то там из Сибири, которые стоят там 500 рублей за килограмм, там 600, да, там даже может быть до 800 доходить. Это все-таки там что-то не то насовано, но это промышленные масштабы, Да, 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 разумеется. потому что вы сами понимаете, чтобы
От Новосибирска там доехать до Санкт-Петербурга, это нужно 5000 километров. Да. За это нужно заплатить немало денег. И, естественно, в эти пельмени будет много муки и всего остального. Поэтому я не считаю это пельменями. Понятно. То есть все-таки вот по поводу пельменей ты считаешь, если их и брать, то в специализированных именно магазинах? Да, В да. в сетях их Либо в сетях Игорь, не стоит. либо Игорь, это, конечно, для тех, кто любит готовить, ты сам покупаешь свинину, Разумеется. говядину, слепил Разумеется. и с Да. удовольствием ешь, как деликатес. Да, абсолютно согласен. Согласен, спасибо. Да, Сергей, давай немножко поговорим по поводу кондитерской продукции. Я обратил внимание, что здесь, опять же обратил внимание, как всегда я шокирован всем. В какой магазин не зайди, увидишь миллиарды подмножеств всяких разных вкусных конфет и всего прочего, шоколадок. Такого в Австралии я не вижу. Вот расскажи, что у нас с кондитеркой, какие хорошие бренды, почему у нас такое изобилие? Ну, смотри, вообще, я считаю, что хороший бренд для человека того региона, в котором он живет. Я имею в виду по конфетам, как ты сказал, шоколаду, допустим. Да, И печенье, наверное, туда же можно опустить. да, печенье-то тоже. Потому что ты, допустим, вырос в Санкт-Петербурге, в Гатчине в том числе. Ты знаешь фабрику Крупской. Да. Ты помнишь особый шоколад. Ты его помнишь. А вот, допустим, кто у нас из Москвы или там, из Центральной России, они даже не знают, что это такое. Потому что оно как-то у нас кругом вот так идет. Возможно, в Москве он появился, этот особый шоколад, который, кстати, добавляется соль для вкуса. М. И он темный шоколад, что немаловажно, потому что вот я люблю темный шоколад. Тут у меня вот дети, допустим, молочный любят. Там много всего другого добавляется, а шоколада меньше всего. Мгм. Поэтому он темный. Поэтому здесь вот надо взять своего любимого производителя в своем регионе качественного. В Вологде это один. Вот я знаю, в Москве там это Ротфронт, Мгм. Красный Октябрь, да. Они вот по советским стандартам все это делали. Это замечательно. И вот от этого отмеряться. Да, конечно, у нас много импортных брендов сейчас пришло. Линд шоколад, я считаю, тоже превосходный. Швейцарский, по-моему, если не ошибаюсь, шоколад. И добавки у них там, и апельсинчик, все вообще отлично. Тоже темный шоколад, да, надо заметить. Это вот что касается шоколада. Конфет много разных. Я, к сожалению, наверное, не конфетник, но вот бабушки любят с чаем там помакать конфеты и другие. И там тоже есть классика. Мгм. Там какая-нибудь коровка. Да, разумеется. Да, это тоже, к сожалению, или к счастью, сделано по тем стандартам. И где эти стандарты не менялись, почему-то конфета вкусная. А какой ты берешь, вот, которую там придумали в 90-х, она совершенно не имеет никакого вкуса, ты не понимаешь, что ты вообще ешь, и зачем ты ее купил. Есть еще такой момент, вот, допустим, печенье. Печенье тоже у нас сейчас претерпевает перерождение. У нас в России принято есть сахарное печенье. Да. Это просто мука, сахар, вот как раз мы пальмовое масло обсуждали, масло какое-то добавляется для вкуса. В Европе, наоборот, любят печенье на злаках. Мгм. Более здоровое, потому что перерабатывать злаки организму сложнее, от этого он более насыщается и полезнее, чем просто муку есть с сахаром. Понимаешь, это Да. нет ничего страшнее для организма есть муку с сахаром. А мы здесь еще с чаем сладким запиваем. Это просто, конечно, отрава для организма. Поэтому здесь бы я обратил внимание на состав этого печенья. Из чего он сделан, что вам полезно, что вам вредно, потому что, допустим, злаки это же глютен. Глютен не каждый переваривает, Абсолютно там вот согласен, это да. вот момент есть. Но печенья стало очень много, и много хорошего и качественного. И еще могу сказать, что печенье очень трудно испортить, потому что, говорю, составляющие все знают. И ты можешь всегда на упаковке посмотреть, какой там сахар, какая там мука. Да. И выбрать себе то, что нужно. Да, конечно, выбор шикарный, и иногда вид шикарный. Ты смотришь на него, там какие-то там пончик какой-то сделал, сверху шоколадом полит, там какой-то там начинка там вытекает, и думаешь, блин, как вкусно. Приходишь домой, смотришь, а там пальмовое масло. И ты думаешь, да елки-палки, зачем? А там еще с телевизорами продается, там 2 килограмма, ты берешь там сразу там семейную упаковку домой. Нет, это, конечно, лучше съесть немножечко, вот как ты сказал, В меру. не, в меру и в кондитерской какой-нибудь. Они же тоже вот сейчас создали там пирожная картошка. Она Мгм. сделана по ГОСТу, ты ешь ее с удовольствием, с кофе выпил, вообще шикарно. Ты же не будешь каждый день эту картошку есть. Ты раз в месяц ее съел, Абсолютно. удовольствие получил, Да, вообще да, прекрасно. да. И по поводу еще сахара, я хотел отметить один вопрос.
который мне очень не нравится. Вот, как раз с уходом западной компании. Мгм. У нас есть большое количество лимонадов, ты заметил? Да, да. О, много, Много много. разных, вот, и даже Квас есть. квас. Ну, до кваса дойдем отдельно. Но вот смотри, вот эти лимонады у нас как получилось. Такая история, она вот последние 3 года коснулась. У нас были западные компании, которые как бы с нашего рынка ушли, Мгм. и на их место как бы заводы перекупили наши, начали лить лимонады. Поначалу они были еще более-менее нормального качества, все потому, что там был сахар. Мгм. Теперь сахар убрали. То есть у нас любая компания, которая выпускает лимонад, где больше 9 грамм сахара на литр, Мгм. она попадает на акциз. Вот так. Государство ввело акцизы на сахар, господа. И это стало такой бедой, что ты покупаешь добрый колу, ну, любую колу, там, или фанту, вот нашу, я имею в виду Да, да. русскую, пьешь, а это, ну, невозможно пить. Лучше вообще ее не покупать. Потому что все считают и знают уже, наверное, сейчас, что чем больше сахарозаменителя ты пьешь, тем у тебя почки могут отказать, и все. Ну, это просто бред. А от сахара такого не будет. Сахара меньше выпьешь. Вот. И мало осталось производителей, которые платят за этот акциз. Мгм. А, И И используют именно сахар. именно сахар настоящий. Да, Раньше вот писали прям настоящий сахар. Ну, и вот да, и все таки не-не-не, вот я на сахарозаменителях буду. Пьет, да, вроде бы как бы, но она здоровья не приносит. да. Вот. И поэтому мало. Вот, допустим, грузинские все там на Тахаре лимонады есть, грузинские, лагидзе там и так далее. Они на сахаре сделаны. И они вот реально вкусные. Вкусно их пьешь, там бутылочку выпил лимонада, прекрасно. Вот. Слушай, я даже об этом и не знал. Даже предположить не мог, что есть О, акцизы, честно говоря. Да, вот. И, допустим, вот вкусвилл, там тоже лимонады больше 9 граммов сахара, ну, они на сахаре сделаны. И эта акцизка, она вроде бы там, не знаю, 10, не, вот, подскажут эти самые зрители, сколько занимает акцизка, но она, понимаешь, она кладется акцизка на производителя, она потом кладется на оптовика, потом на сам магазин. Мгм. Короче, и в итоге там вырастает цена чуть ли не в 2 раза на лимонад. М. Вот. Поэтому, когда ты смотришь настоящую колу, вот ты можешь купить нашу колу какую-нибудь, не знаю, там, добрый, недобрый, злой, любую колу, да, и Злая кола. злой кола, и купить хорошую колу, не знаю, европейскую какую-нибудь там, ну, мне польская больше нравится, потому что я все перепробовал, есть иранская, есть азербайджанская, есть турецкая даже, Мгм. ну, колы разные. Ты берешь нормальную колу, любую, и сравниваешь с нашей, вот стаканы просто налил, она по цвету одинаковая, а вкус совершенно разный. Мгм. Потому что у этой нормальной рецептуры и сахар. Да. А у нашей одни сахарозаменители, там сахар, конечно, добавлен до 9 грамм, чтобы, ну, был вкус. 9 грамм на литр еще раз, На да? литр, На да, литр да, 9 да, да, грамм. да, да, на литр. Я могу немножко ошибаться, но вот на литр, я, по-моему, на литр, либо пол-литра, либо литр. Но вот свыше идет акциз. Понял. Государство сразу бьет по кошельку. Понятно, что государство это хотело сделать для Запада, потому что все колы, фанты, что же у нас был рынок, потому что, я извиняюсь, кола занимала у нас 50% полки, Мгм. потом там 40% пепси занимала, а остальное там 10% нас. Да, Вот. Сейчас все поменялось, все наше. да. И параллельно импорта там 0,5, может 5%, не знаю, там совсем немножко. Вот. Но это очень сильно сказалось на вкусе. Поэтому я говорю, заходя в магазин, ты хочешь, если лимонада сладенького попить, лучше купить либо импортный какой, который ты знаешь, вот, переплатив за это Да. 2 раза, вот, либо наш, но с сахаром, с акцизом, либо вообще никакой просто воды купить и водой насладиться. Потому что сахар все-таки в России это важная составляющая, я считаю, сейчас. Хотя 3 года было совершенно по-другому назад. Спасибо, вот об этом я даже не знал. Ты упомянул, что вот квас у нас как отдельная идет, как отдельная история, да, которую можно обсуждать. Вот что ты думаешь по поводу кваса? Потому что мы его любим, я его люблю, мой сын особо любит этот квас. Квас я очень люблю, я его часто покупаю, особенно в жару. И квас, он разный. У меня даже было несколько выпусков по квасу. Вот, потому что у кваса есть такой момент. Он разный, Мгм. его линейка растет постоянно. Вот в этом году во всех магазинах появился белый квас. Вот, овсяный, из овса его делают, там добавляют дрожжи, он как бы бродит просто дрожжи. Он недорогой, как бы, но вкусный. Квас, как эти самые, как хипстеры у нас раньше любили говорить, настоящий хипстер,
он в окрошку добавляет не квас, а доктор Пеппер. Вот. Нам это по классике квас добавляем. И Мы, да. какая окрошка без кваса? Конечно, квас. Вот, допустим, причем разные. Я, вот, допустим, люблю квас послаще в окрошку добавлять. Кто, Мгм. наоборот, окрошечный вот продается везде, окрошечный квас, он покислее, наоборот, как раз в окрошку добавлять. Поэтому квас, он растет, линейка его растет, и вот подключается и белый еще какой-то квас. Ну, реально это вкусно, господа. Всем рекомендую попробовать, особенно кто приезжает. И, может быть, даже с собой бутылочку взять, если пропустит. Мы возьмем столько, сколько сможем увезти, Вот. сколько влезет в чемоданы. Потому что это вкусняшка, мне кажется, только российская, и в России ее только понимают. Да, Вот. И так и вот я есть. сейчас про наших хипстеров сказал. Европейцы говорят, что зачем вы в салат добавляете колу, вот, ну, то есть как бы в оливье колу добавляете. Да, да, тоже момент. Вот. И они тоже не понимают, что это такое. Вот мы понимаем. Культуры разные. Здесь о разности культур можно целый канал открывать, как вот у меня, например, сделано. Слушай, вот как раз у меня есть такой, не то что даже анекдот, история, наверное, про разность культур. Да. Два алкаша едут в метро, и один на другого спрашивает: слушай, друг, а скажи, что такое культурный код? Он говорит: ну как тебе сказать? Вот я скажу, например, автомобиль, и ты понимаешь, о чем я. А ты попробуй это сказать во Франции там или в Бельгии где-нибудь. И тебя, говорит, никто не поймет, что это такое. Вот это, господа, культурный код. Я это понял. Я это понял. Потому что культурный код у тебя совершенно другой, Игорь. Абсолютно, абсолютно согласен. Сергей, давай теперь поговорим о самом здоровом и прекрасном, о фруктах и овощах. Откуда они у нас здесь? Какие они у нас здесь? Слушай, ну у нас фрукты разные, с разных стран. Особенно зимой, получается. Зимой у нас мало что выращивается, но не везде. Ну вот, к примеру, мы возьмем помидор. Да. Допустим, у нас зимние помидоры очень невкусные. Ну, очень невкусные. Их берешь, они пластмассового вкуса такого. Пластикового. Пластики. Ну, я не знаю, кто их покупает, не понимаю, зачем их покупают или едят. А дорогие дорого. Я могу честно сказать, вот один помидор зимой он может выходить там 600 рублей, 500. Один помидор, Один большой, помидор большой, да, ну может там 400 грамм. Это Там, как типа бычье сердце вот такое вот или как? типа того, да, 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 да. Но, допустим, у нас есть республики, допустим, Дагестан, где собирают за зиму, не за зиму, вообще за год, 4 урожая помидор. У них зимние теплицы, Мгм. они собирают, но эти помидоры, они просто не доезжают до нас. Их просто, во-первых, они идут на рынки, их на Мгм. рынках покупают и там продают. Вот. У нас есть свои. Вот, допустим, есть Выборжец, наверное, слышал. Мгм. Вот я недалеко живу, и у меня все время в окно смотришь, и как звездный, не то что звездный, там светится, просто светится. Там стоят теплицы, Теплицы, да. они всю ночь вообще не останавливались, лампы, короче, светят. И там вот огурец с мизинец до большого огурца выращают за 2 суток, чтобы ты понимал. Ну вот. И как вот у такого огурца может быть вкус? Конечно же, он будет не тот. То есть там прям именно промышленное Промышленное, производство. вот, да. Это вот что касается... Они есть и зимой, и летом, но вкус зимой он пластиковый и не очень. Да, к сожалению, вышло так, что на рынках у нас все очень вкусное, дорогое, но вкусное. Поэтому, если хотите там купить действительно вкусный продукт, надо идти на рынок. Именно рынки. На Мгм. рынке, да. Я думаю, что там цены будут, может быть, ваши, а может быть, даже и повыше, чем Да. ваши. На самом деле мы и в Австралии тоже так делаем. Тоже идем на рынки. Вот, да. Но это будет вкус. А Да. то, что в магазине, это корм. Что касается фруктов, то же самое. Наверное, только из фруктов у нас бананы круглогодичные, да, Эквадор, еще что-то. Кстати, на прошлой неделе нам сказали, что у нас будут российские бананы, и внесли прям в список, что у нас в России будут выпускаться бананы. И Мне будут напоминает этот фильм «Гараж». расти в Сочи будут, что-нибудь вкуснее эквадорских там или еще каких-то. Ну, посмотрим. Мне это интересно будет. Вот, посмотреть. Потому что банан у нас как, чуть ли не как картошка зимой, да? Да. Цена, конечно, уже тоже растет. Раньше вообще самый дешевый продукт был. Но это хороший перекус. Абсолютно. Кефир, бананы, все. Абсолютно согласен. Вот. Банан самый лучший вариант Да, для да, да. перекуса. Вот. А вот более экзотические продукты, конечно, из разных стран, и они не всегда качественные. Вот. Поэтому надо пробовать, надо смотреть. Что касается, кстати, вот пестицидов, там есть люди, которые у нас проверяют, ходят там, тыкают. Ага. Вот. Мне кажется, это трудно доказать, сколько человеку надо пестицидов, а сколько нет. Поэтому
Здесь тоже не угадаешь, ребята. Здесь я вам не подскажу. Вот смотри, вот яблоками, хотел вот по яблокам уточнить, обеспечивает ли наше российское производство яблок потребление в России? Или все-таки импортная составляющая до сих пор имеет место здесь? Потому что были же перетрубации с поставками яблок, в частности, в свое время. Слушай, яблок у нас много, и своих много, и импортных много. Много все-таки. Вот. Но я не запомню времена, никогда не забуду времена, когда у нас было много польских яблок. Да, И они были очень вкусными. да. Вот. И поляки молодцы в этом плане. Они выращивали прям плантациями эти яблоки. Им давали дешевые кредиты. К сожалению, их больше не стало практически никого. Там и самоубийства были из-за этого, потому что они брали кредиты, чтобы развивать эту всю инфраструктуру. Мгм. А потом, когда Россию им отрубили, им стало некому продавать, и вот на этом все закончилось. Вот. Те, кто живет в деревне, вот как я, у меня вот лично свой яблочный сад, да, там больше 20 яблонь. Конечно, они не каждый год плодоносят, тут в этом году вообще ни одного яблочка. Да. А в прошлом году было столько яблок, я стоял и плакал, потому что было не вывезти, и Некуда деть было в некуда прошлом году. деть, да. Вот. Но я стараюсь все-таки в магазине выбирать свои яблоки. Мгм. Вот. Они сразу по виду, видно, что они такие не очень красивенькие, потому что импортные яблоки обрабатывают воском, каждое яблочко кладут. Мгм. Вот. И вкус у наших немножко другой, он такой покислей, поядреней. Вот. У нас сорта еще все советские, они, кстати, сидоровые сорта. Мгм. Из них делают сидоры. У нас вот кто пивом занимается, пивоварение, вот, фабрики, они берут эти яблоки, сидр из него хороший делают. Мгм. Да, вот сидоровые сорта. Не знал, не Вот, знал. да, да. Но они с кислинкой, Мгм. потому что сидр, он полусухой Мгм. такой, Мгм. с кислинкой, вот. И вот в России как раз сидоровые сорта такие принято. А импортные они все такие вот там, как вот Гольден, Галла, они Да. сладость дают такую Да. вот. Но это тоже такой вид, я говорю, что кто любит покислее, мне кажется, надо набрать наши. Да. А вот послаще, ну, возьмешь ты там Галу, Гольден, но удовольствия тоже не получишь. Потому что, вы понимаете, логистика, она длинная, их в воск завернули, положили, привезли, это потратили там месяц иногда, Да. да, потом еще месяц у нас на полочке он полежал. Это яблоко уже теряет свой вкус. Вот, чем просто сорвали, положили и в магазин на полочку. Да. Поэтому как-то так. Интересно. На самом деле здорово было. Мы, наверное, покрыли и обсудили сегодня большинство, я так Вопросы, думаю. да. Да, даже мороженое. Вот. Я хотел бы сказать тебе еще раз огромное спасибо, Сергей. А для подписчиков я хотел бы обозначить, что я оставлю, разумеется, в описании к этому видео первой строчкой ссылки на канал Сергея, который называется «Продуктолог». У него там очень много интересных видео. В последнее время он брал паузы в творчестве. Сейчас он там же. Я, господа, обязательно вернусь. У меня творческая пауза. Я немножко подумаю о том, как и что мне снимать. Вот. Информации у меня, как вы видите, много. Я Игорю вот сегодня только про продукты так поверхностно рассказал. Потому что по каждый продукт можно копать глубоко, далеко. Да. И все это показывать людям и выкладывать. Поэтому я рекомендую тебе назвать выпуск как-то около продуктов, да, потому что я поверхностно, может быть, знаю всю эту тему, всего лишь 25 лет, да, не 100, как некоторые старцы, которые каждую тему, вот яблоки там изучают, да, там сколько у них фосфатов, там этих Ты раскладывают. системотехник, ты знаешь обо всем. Ну, да. Около Около продуктов. продуктов. Да. Поэтому буду этой теме, думаю, присутствовать всегда, рассказывать о ней, и я думаю, что зрителям понравится. Я больше чем уверен. Сергей, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за твое время. Все, Спасибо. увидимся. Увидимся. Спасибо.